Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня я вам расскажу и дам выкройку вот такого платочка. И покажу, как его правильно завязать, чтобы эффект был соответствующий. Так смотрится сбоку, со стороны спинки, ну и спереди. Этот платочек можно завязывать как на рубашку, так и на пальто и даже на свитер. Очень-очень красиво. Если вам интересно, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, смотрите видео дальше. Из чего же сделан такой платок? Он может сделан быть из тафты или какой-то очень плотной ткани. Единственное, я вам советую, не покупайте стретч тафту, а обычную тафту. Вот. Если вы шьете из тафты, и его можно шить, как и я, в один слой, если тафта двусторонняя. Края обрабатываются московским швом, и здесь делается петля. И все. Размеры я сейчас вам покажу. Вот так он выглядит. И есть еще второй способ, но о нем я скажу чуть-чуть позже. Вот. Теперь о размерах. Я забыла сказать, что их может быть много. Посмотрите, сколько цветов. Каждый платочек к новому образу. И всегда это будет интересно. Вот. И показываю вам выкройку. Она очень простая. Родилась она у меня спонтанно. Я увидела в каком-то интернет-магазине, показывают такие платочки. Конечно, о выкройке никто речи не ведет. Мне стало интересно, я сделала макет, и вот что у меня получилось. На всякий случай, такие платочки в том интернет-магазине стоили 4000 рублей. Шейте с удовольствием. Значит, 28 сантиметров. Это не в точную величину. Вы должны понимать, это схема. Значит, здесь сгиб 28 сантиметров. И здесь 50. Начинаем с этого угла, под прямым углом. Откладываем 25 сантиметров, проводим линию. И еще 25. Вверх поднимаемся на 23 сантиметра. Вот, от этой точки вверх 17 и соединяем вогнутой плавной линией. И затем верхнюю точку соединяем с точкой 17. Это тоже под прямым углом. И вот этот участок уже делаем произвольно. И все, и вся выкройка. На участке посередине, ближе к концам, вот это концы, делаем наметку петли. Петля 4,5-5 сантиметров. И в зависимости от того, как вы будете обрабатывать, так как показала вам я, самый простой способ это сделать петлю, обычную петлю. Все зависит, сколько ткани понадобится. Нужно сделать прибавку по низу и верху на обработку московским швом. Вот. И такую же прибавку нужно сделать, если такой платочек сделать двусторонний и из разных тканей, пожалуйста. Тогда петлю я вам предлагаю обработать, ну как обрабатываются петельки или отверстия на любой ткани. Сейчас на кусочке ткани я покажу, как это сделать. Представим, что это деталь, из которой мы будем шить себе платочек. Укладываем деталь. Здесь сгиб. У нас будет ровно в 2 раза больше. То есть это середина. Вырезаем выкройку и укладываем на ткань. Если у вас здесь сгиб, значит ткань нужно сложить пополам. Взять кусок ткани ровно метр и сложить ее пополам, уложить сверху выкройку и 4 получается слоя сразу вырезать. Так будет выглядеть деталь у вас в готовом виде. 2 слоя. Теперь намечаем петлю. Петля должна быть
с левой стороны. Это для правши, потому что так удобнее завязывать. Но теоретически можно завязывать с какой угодно удобной вам стороны. Я буду намечать здесь, вот, значит, на вот этом сгибе по схеме через 25 сантиметров от края посередине я рисую себе петлю. И все, идем под машину. Теперь на ширину лапки делаем по периметру не квадратик, а прямоугольник. Строчка должна быть помельче. Ставим закрепочку. У меня здесь в масштабе, поэтому я петлю делаю маленькую, а ваша будет практически в 2 раза шире. Главное показать вам смысл. Нужно попасть в ту же самую точку, с которой вы начинали. Теперь берем маленькие ножнички и разрезаем посередине. Сюда и сюда. И теперь выворачиваем одну деталь в другую. Синюю и зеленую не имеет никакого значения. Осторожно все вытаскиваем и детали приутюживаем между собой. Получается вот такой квадратик. Вот. После приутюживания он станет более аккуратным. После этого можно сделать нитками в цвет отстрочку по краю. Это тоже можно. Так будет прочнее. Можно флизелином укрепить изнутри. Это тоже можно. Вот отстрочку мы сделали. Ниточки все убираем. И нам остается изнутри обработать вот эти края. Для этого сначала нам нужно вывернуть друг напротив друга и соединить одну сторону. Вот я сейчас соединяю этот край шириной шва, на ширину лапки. Аккуратно прокручиваю и соединяю. Здесь разворачиваюсь и соединяю отлет. И потом аккуратно вытаскиваю и до вот этой точки, там где мы делали петлю, соединяю маленький участок. По-другому его не соединишь. Как можно ближе подходите к этому участку. Ну, например, до сюда. Выворачиваем. Все приутюживаем. Вот что получается. Слегка помялась. Выправляем все уголочки, конечно же.
Вот. И потом нужно дострочить до середины вот этот участок. И аналогичным образом другая часть нашего галстучка бантика. Вот такая история. Сейчас я приутюжу и дострочу вот этот край. Как это делать? Ну, очень просто. Просто нужно теперь вот здесь подлезть с этой стороны аккуратненько. Вот так сложить. И уже от этой точки строчить. Так как деталь совсем маленькая, мне не очень удобно. На самом деле в большом платочке это делать намного удобнее. И вот так дострачиваем. До конца. Идем на утюг приутюживать. Вот что у меня получилось. Самую сложную сторону я вам показала. А другая сторона обрабатывается очень просто, там ничего ей не мешает. Единственное, вы оставляете где-то посередине маленький участок для выворачивания, ну, либо с этой стороны, либо с той. Вот. И после выворачивания нужно сделать отделочную строчку по краю, закрывая участок выворачивания. И все, и шарфик наш готов. Теперь я вам покажу, как шарфик так завязывается. Развязываем. Смотрите. Складываем шарфик пополам. Укладываем вокруг шеи. С левой руки у меня отверстие. В это отверстие сверху я заправляю один край. Полностью его вытягиваю в это отверстие. А вот этот участок, вот этот, я проворачиваю через этот и слегка подтягиваю. Здесь уже идут вариации, как вам нравится, повыше, пониже. Это уже каждая женщина сможет сделать возле зеркала. Вот такая красота. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. И всем творческих успехов!